Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. Зовут меня Женя. Вы на моем канале «Счастье в нас самих». И сегодня, как и каждый день, давайте же спросим совета у Таро на завтра и посмотрим, что же может произойти. И вдруг у меня в голове, как с этим бороться. Видимо, кто-то из вас об этом подумал. Нет, не бороться, а как же решить задачи, если они будут стоять перед вами, и что же, собственно говоря, делать. И первое, что хочу вам сказать, это день планирования. День, когда вы больше будете заниматься подготовкой к чему-то. День подготовки. Подготовка к каким-то, можно сказать, событиям, подготовка к отчету, подготовка. Короче, это именно день, когда будет на первом месте подготовка к чему-то. И все, что вас интересует, вы сможете в процессе этой подготовки выяснить, решить. И, соответственно, для того, чтобы потом действовать. Смотрите, вот насколько я чувствую эту карту именно в данном раскладе, это утро. Вот такое ощущение, знаете, как когда ты встаешь, и неважно, или это рабочий день, или это выходной день. Если это рабочий день, то ты готовишься к работе, добираешься до работы, или как я спускаюсь вниз, и я уже на своем рабочем месте, потому что у меня мой офис, где я снимаю видео, делаю консультации на первом этаже. Ну, а для тех, кто добирается до работы, это именно вот этот путь и, соответственно, организация всего, что вы запланируете себе на этот день. Тут больше я вижу не вперед в бой, а больше организации, рассмотрения, что в начале, что потом и так далее. Ну, а если это выходной день, значит решение задач домашних и решение, что же, ну, дома, что же бывают вещи, которые надо сделать. И, кстати, очень часто. Вот как это не печально, я смеюсь, конечно, я шучу, но дома у меня такое ощущение, что если было бы в сутках не 24 часа, а 48, то домашняя работа их бы все заняла. Давайте посмотрим дальше, что же еще. Выбор. Вот тут, я же говорю, будет какая-то подготовка и будет какой-то выбор перед вами стоять. Может быть, это выбор, связанный с тем, какой проект в начале, какой проект потом. Ну, выбора может быть много по этой карте. Выбирайте, что важнее для вас на сегодняшний день, здесь и сейчас. Потому что будут или две ситуации, или две встречи, или два человека. Вот по этой карте выбирайте то, что ближе к вам. Если дело касается межличностных отношений, вот тут я вам хочу сказать, выбирайте в пользу перемирия. По крайней мере, попробуйте. Попробуйте взглянуть на вашу проблему с разных сторон. Я вижу, что вот если дело касается межличностных отношений, тут большая работа идет или у вас, или у вашего партнера. Но партнер это не имеется в виду мужчина, я имею в виду человек. Вот, поэтому, чтобы не говорить много он, она, идет большая мыслительная работа насчет того, как бы помириться, как бы прийти к общему знаменателю. Ну, включитесь в эту работу, если хотите помириться, если хотите улучшения отношений. Но отношения это всегда работа двух людей. И если один ведет мыслительную работу по примирению, подключитесь. И тогда, знаете, как говорят, одна голова хорошо, а две лучше. И, в принципе, это может сработать и для всех остальных сфер жизни. Все-таки, может быть, есть кто-то, кто может еще и дать свой совет, чтобы вы рассмотрели ситуации с разных точек зрения.
Ну и еще один совет, который даст эта карта. Вот, кстати, выпал и человек, который может помочь в решении каких-то задач. Это вот я говорю сейчас насчет выбора. Это мужчина, и описать мужчину не совсем могу, потому что это император, это мужчина в основном, это люди постарше, мужчины, которые имеют какой-то вес в обществе, в жизни, самодостаточные и хорошо стоящие и уверенные в себе. Ну, хотя я могу сказать, что это может быть и молодой мужчина, но по тенденции, потому что идет за императором, это, скорее всего, мужчина постарше, который может и помочь сделать вам выбор. Если вы узнали, потому что я его еще и вижу, он еще и седоватый. Тут дело даже не в возрасте, вот из того, что я вижу в этой карте сейчас, в данном раскладе. Мужчина седой, мужчина очень волевой и очень серьезный. Вот тут, если дело касается межличностных отношений, любит он все контролировать. Если что-то уходит из-под его контроля, он не совсем доволен, начинает метаться для того, чтобы опять обрести этот контроль. И опять же тут, как я сказала, дело может касаться межличностных отношений, ну а также всех других сфер жизни. Кстати, если это для здоровья, если этот мужчина будет выступать в роли врача, то тогда здорово. Тогда здорово, потому что врач сможет взять под контроль то, что происходит с вами физически, и, соответственно, помочь вам в выздоровлении. Так что вроде рассказала все, что увидела. Хорошего вам дня!